Сегодня приготовим вот такой вот красивый, пышный и очень вкусный салат под названием «Невеста». Этот салат будет не только украшением вашего праздничного стола, но и оставит незаменимое впечатление. Всем привет! И вначале нам нужно будет подготовить некоторые продукты. Берем любое копченое куриное мясо и стараемся нарезать его на небольшие кубики. У меня сегодня копченая куриная грудка. Дальше нам еще понадобится зеленый лук и стараемся его нарезать вот такими небольшими кусочками. Ну а полностью сколько каких продуктов нужно для этого салата, читайте в описании под видео. Далее нам понадобятся отваренные куриные яйца, и их нужно будет разделить на белки и желтки. Ну а сейчас приступим к сборке салата. Салат сегодня будем собирать через салатное кольцо, и как по мне, это была ошибка. Почему, скажу в конце ролика. На дно тарелки делаем сетку из майонеза, и на первый слой будем натирать на крупной терке отваренную картофель. После того, как вы выровняете картофель, ее нужно будет обязательно посолить и поперчить. Затем на картошку добавляем майонез, сетку здесь делать не обязательно. Берем ложку и очень хорошо размазываем майонез по всему картофелю. Этот слой у нас первый стартовый, и его нужно немножко уплотнить и хорошо выровнять. Далее мы берем уже измельченный зеленый лук, добавляем его наверх на картошку и стараемся его равномерно распределить полностью по всему слою. Не добавляя майонез, берем куриные желтки, примерно 2-3 штуки, и натираем их на мелкой терке. И после того, как вы натерли желтки, их нужно равномерно распределить полностью по всему слою. И наверх на желтки делаем просто сетку из майонеза. На следующий слой мы будем отправлять ровно половину нарезанного кубиками куриного копченого мяса. И после того, как вы его хорошо разровняете, делаем по мясу сетку из майонеза. Затем нам понадобится 100 грамм твердого сыра, любого, который вам больше всего нравится. И ровно половину нужно будет натереть на следующий слой. Слой из сыра также нужно хорошо выровнять. И точно так же нужно сделать сетку из майонеза. Ну а дальше полностью все слои, которые мы делали, нужно повторить еще раз. Вначале мы натираем картошку. После того, как выровняли и уплотнили картошку, добавляем зеленый лук. Наверх на лук натираем оставшиеся желтки. Наверх на желтки отправляем вторую половину копченого куриного мяса. Также хорошо выравниваем. Поверху куриного мяса натираем вторую половину твердого сыра. Тоже его хорошо выравниваем. Делаем сетку из майонеза. Ну и на самый завершающий слой, который будет служить в виде украшения, нам понадобятся куриные белки. Их нужно будет натереть на мелкой терке. И на этот слой у вас пойдут белки примерно из 3 яиц. Когда вы будете выравнивать, не старайтесь эти белки утрамбовывать. Этот слой у вас должен получиться как можно воздушнее. В самом конце слоя из белков нужно будет чуть-чуть посолить, и в таком вот положении, не снимая салатное кольцо, салату нужно дать постоять в холодильнике минимум 2 часа. Через 2 часа легко и аккуратно снимаем салатное кольцо, и наш салат будет готов. Ну и вот такой вот красивый, аппетитный салат у нас получился. Почему я сказал, что ошибка была делать этот салат через салатное кольцо? Ну, смотрится он красиво, но не очень. Если бы вы сделали его в виде горки, и вот этот слой белый был бы полностью на всю тарелку, пушистый, красивый, тогда бы этот салат был бы еще красивее. Ну что ж, друзья, на этом мне на сегодня все. Если вам понравился салат, оцените ролик, напишите комментарий, поделитесь таким рецептиком с друзьями. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!